Приветствую, дорогие зрители! Сегодня у нас важная новость из мира иммиграционных инвестиций. Испания – это страна с известной программой «Золотой виз». Приняла важное решение об отмене этой программы. Поэтому давайте разберемся, что это значит для инвесторов и вообще для рынка недвижимости в Испании. Отмена программы «Золотой визы» в Испании может повлиять на решение иностранных инвесторов, которые рассматривали эту возможность для получения вида на жительство. Теперь им придется искать альтернативные пути для инвестирования и на получение права проживания в этой стране. А все началось с того, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении отменить золотую визу, существующую в стране с 2013 года и позволяющую инвесторам, потратившим 500 000 на недвижимость, получить вид на жительство в Испании. Первые предпосылки по отменению такой визы прозвучали еще в 2023 году. Но в этом 2024 похоже, что правительство Испании воплотит их в реальность. Всего 500 000 евро. Цена за то, чтобы многие состоятельные люди могли по велению палочки получить вид на жительство в Испании со всеми привилегиями. Золотая виза, существующая в нескольких странах Европейского Союза, это своего рода договор, которые инвесторы из стран, не входящих в Европейский Союз, смогли заключить в Испании за последние 10 лет, и который закончится с отменой золотой визы, как это объявил глава правительства Испании Педро Санчес. По словам самого премьер-министра Испании Педро Санчеса, который напоминает, что жилье является правом, а не просто спекулятивным бизнесом, и отмена такой визы решит жилищный вопрос. Компании и ассоциации в этом секторе ожидают, что эта мера не окажет особого влияния на рынок жилья и, соответственно, не облегчит доступ к самому жилью. А вот у самого населения мнения разделились по этому поводу. Те, кто поддерживает социалистов, абсолютно поддерживают решение, так как считают, что богатые люди должны делиться с бедным населением. А вот приверженцы демократов считают, что это еще больше оттолкнет инвесторов, и что таким образом Испания потеряет большой процент возможностей поднять экономику страны. Известно, что наиболее востребованы в Испании золотые объекты недвижимости находятся именно в таких городах и регионах, как Барселона, Мадрид, Малага, Пальма-де-Майорка, Аликанте и Валенсия, а также Балеарские острова. В этих городах сосредоточена самая дорогая недвижимость Испании, которую пытаются отхватить инвесторы из многих стран мира по самой выгодной цене. Именно по этой причине социалисты обвиняют такую визу в способности спекуляции и росту цен на рынке недвижимости Испании. Но давайте разберемся, а действительно ли вообще это так? Согласно отчету Transparency International о борьбе с коррупцией, за последние 10 лет в Испании было зарегистрировано 6200 случаев получения золотой визы. Это означает, что инвесторы вложили общую сумму в 3,423 миллиона евро в различные проекты внутри Испании. И интересно, что 96% этих инвестиций были связаны именно с недвижимостью. Больше всего таких золотых виз в Испании было выдано в 2021 году. И они составили около 1000 таких золотых виз. За это десятилетие на долю инвесторов из Китая пришлась почти половина инвестиций. За ней следует Россия, затем Иран и США. Но вот что же говорят сами агентства недвижимости в Испании? Многие агентства недвижимости Испании, особенно те, которые специализируются на люксовых либо элитных сегментах рынка, заявили, что рынок продолжит расти и прогнозируют в 2024 году прирост в 40%. И в первую очередь за счет операций купли-продажи в Малаге, Барселоне и Балеарских островах. Также они подтверждают, что наибольшее число получателей такой золотой визы в Испании были выходцы из стран Азии. В основном это были граждане таких стран, как Китай, Россия и Иран, которые приобретали дома, средняя цена которых составляла на минуточку 668 тысяч евро. Также отмечается, что Барселона была наиболее активным местом для получения такого вида на жительство в Испании. И что 94% таких сделок были финансированы собственными средствами. Я также напоминаю, что обязательным требованием для получения такой золотой визы в Испании был тот факт, что средства должны быть предоставлены в полном объеме, без оформления кредитов или ипотек, а также должны поступить с любой страны за пределами Европейского Союза.
И что вообще такое золотая виза Испании? Для тех, кто не знает, золотая виза – это предпринимательская программа, запущенная в 2013 году, которая предоставляла иностранным инвесторам ускоренные процедуры для получения вида на жительство в Испании, а также разрешения на работу в этой стране. Основными преимуществами такой визы была скорость и прозрачность обработки заявлений. Инвесторы, приобретавшие недвижимость стоимостью превышавшей 500 000 евро, имели возможность получить разрешение на проживание, работу, свободу передвижения по шенгенской зоне. Кроме того, они могли распространить эти права на членов всей своей семьи и даже подать на испанское гражданство спустя 10 лет проживания в этой стране. Также важно отметить, что такие инвесторы могли получить преимущество золотой визы, не покупая недвижимость, а, например, вкладывая в другие инвестиции внутри страны. В этом случае надо было вложить около 2 миллионов евро в государственные долговые ценные бумаги, акции компаний, работающих в Испании, или необходимо было создать саму такую компанию, которая даст рабочие места и принесет прибыль для самой страны Испании. Ну и возвращаясь к теме недвижимости. Интересно, что процедура покупки недвижимости в Испании занимает около 6 недель, а оформление вида на жительство в таком случае максимум 20 дней, а не 45, как сейчас устанавливает полиция, то есть экстранхерия Испании. Подобная мера, принятая правительством Испании, уже давно известна на рынках других стран, включая Португалию. Португальское правительство прекратило выдачу подобных виз в 2023 году и в свое время запретило любые виды лицензий на туристические апартаменты, за исключением сельских районов без населения. Не ограничиваясь Пиренейским полуостровом, Андорра также временно ограничила иностранные инвестиции с недвижимостью, наложив вето на покупку иностранцами. А вот в других странах, таких как Австралия, решили повысить ставки для иностранных покупателей. А вот Новая Зеландия еще 5 лет назад запретила продажу домов иностранцам, чтобы в свою очередь облегчить доступ к жилью для местных жителей. Канада также ввела запрет на покупку иностранцами на 2 года в 2023 году, утверждая, что дома предназначены для людей, а не для спекуляций. Относительно инвестиций в недвижимость в Испании, данные Министерства транспорта, мобильности и городского развития показывают, что в 2023 году иностранцы приобрели жилье на сумму 10,701 миллион евро. А вот количество сделок среди иностранцев превысило 68 тысяч, преимущественно в Каталонии и Валенсии. А вот Барселона, Мадрид и Аликанте привлекли самые крупные инвестиции в 2023 году. В общем, пока это все, что известно из этой новости об отмене золотой визы в Испании. Пишите, что вы думаете об этом решении, на пользу пойдет это или нет. Делитесь, в общем, своими мыслями, а также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе всех последних новостей Испании. И до скорой встречи!